Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «Час пик» журналист, писатель, автор и ведущий документальных фильмов и глава дирекции историко-публицистических программ общественного телевидения России Леонид Михайлович Млечин. Здравствуйте, Леонид Михайлович. Здравствуйте, Никита. Леонид Михайлович, давайте начнем с такого уникального для России явления, как общественное телевидение. Что это такое? Общественное телевидение России на самом деле уже достаточно лет, уж какой-то мы не первый юбилей отмечали с большим удовольствием. Главное достоинство для зрителей и недостаток большой для нас – это телевидение без рекламы. А второе достоинство – никто не кричит, у нас ни у кого пена изо рта не идет, у нас спокойно. Третье, к нам приходят люди, которых не допускают на другие каналы. Четвертое, мы рассказываем о России, которая существует помимо Москвы, потому что беда современного телевидения, она сосредоточена на Москве. А есть еще огромная Россия. И наш канал, может быть, единственный из федеральных каналов, который считает своим долгом рассказывать о том, как люди живут вне Москвы. Общественное телевидение России, конечно, уникальное явление, и оно существует таким, потому что руководитель Анатолий Григорьевич Лысенко, один из отцов-основателей вообще современного российского телевидения. Я в третий раз работаю под его руководством. Я работал у него на канале «Россия», я работал у него на канале ТВ-центр, и вот сейчас работаю у него на общественном телевидении России. Он принадлежит к редкому числу руководителей телевидения, которые могут придумывать, потому что начальников много, а придумать программу, найти людей, увидеть образ, это может только вот их несколько человек всего. Анатолий Григорьевич Лысенко среди них, поэтому он и создал новый канал. Общественное телевидение России – это телевидение, которое думает о том, что помимо начальства, руководства, финансистов, олигархов, в стране есть люди, у них есть жизнь, которая остается вне сферы внимания телевидения. А мы стараемся об этом рассказывать. У нас есть такие интерактивные программы, например, «Отражение». Несколько часов идет в день. Люди звонят, пишут, разговаривают, задают вопросы, получают ответы. Огромному числу людей не хватает собеседников. Огромному числу людей негде и не перед кем высказаться, поделиться своим проблемами, попросить ответа, попросить совета. Вот наш канал в этом смысле сильно отличается. Вот это и есть, я думаю, общественное телевидение России. Если я правильно понимаю, то в 90-е уже была попытка создать общественное российское телевидение ОРТ. В чем разница между тем, что было в 90-е, и нынешним общественным российским телевидением? Никого не обижаю, скажу, по-моему, это было просто название. А у нас есть попытка исполнить свой профессиональный долг перед зрителем, мне так кажется. Вообще феномен общественного телевидения, он же разродился не у нас, есть канал BBC, немецкий АРД. Чем отличается ОТР от того же, например, BBC? Чем Россия отличается от Англии? Ну, всем. Так и мы отличаемся от английского телевидения практически всем. Ну, совершенно другой. Это все сравнения бессмысленны с нашим историческим опытом. Как мы себя можем с чем-то сравнивать? Мы можем сравнивать только внутри. Вот мы отличаемся, наш канал действительно отличается от многих других каналов. И мне кажется, что в лучшую сторону. Есть темы или герои, о ком вы точно не будете писать? Я ограничиваюсь в выражениях. Я иногда понимаю, как бы я мог охарактеризовать этого персонажа от души. Но я понимаю, что это делать нельзя, потому что я работаю на телевидении, вообще воспитан как-то в такой манере, что надо разговаривать нормальным языком. И я путем большого труда подыскиваю синонимы тем выражениям, которые напрашиваются сразу, и с большим трудом нахожу. Но нахожу. Нет, есть вещи, которые телевизионный журналист себе позволить не может. Нельзя ругаться. Нельзя, чтобы у тебя пена шла изо рта, нельзя оскорблять. Ты должен максимально точно и ясно сформулировать то, что ты хочешь сказать, но нормальными человеческими словами. Все-таки нельзя забывать, что есть огромная аудитория. И если люди слышат нецензурную брань, идущую с экрана телевидения, то у них создается ощущение, что так можно говорить, так нельзя говорить. Так нельзя говорить. И мы, работая на телевидении, должны заботиться о том, чтобы люди не воспринимали это как возможность, что так можно. Нет. Тем более, что, еще раз скажу, мой более чем 40-летний профессиональный опыт подтверждает, можно охарактеризовать любого персонажа нормальным образом. Леонид Михайлович, ваши слова да в уши большинства ведущих федеральных каналов. Да, и мне ужасно. Я вам должен сказать, что я слушаю и по радио тоже, и мне крайне это не нравится. Давайте перейдем к основной теме нашего сегодняшнего интервью. Вы уже очень долгое время
занимаетесь историей. Да, Я лет 40, да. Долгое время. Нет, больше. Сейчас точно скажу. Я заинтересовался историей, когда я учился во 2 классе. Я точно помню. Мы с дедушкой гуляли, и он мне рассказывал про Октябрьскую революцию. Поскольку он был участником, ну не самой революции, чуть позже, а гражданской войны, там он под командой фронт забрал Крым, то он был участником всех этих событий, и у него тоже такой божий дар рассказывать безумно интересно и серьезно даже очень юному собеседнику. А я, повторяю, учился во 2 классе. Вот он мне тогда, я помню, у нас был разговор об Октябрьской революции, он мне как-то ясно и хорошо все объяснил, и с той поры я этим и интересуюсь. Так что больше. Мне бы хотелось привести одну фразу Оскара Уайльда. «Сплетня восхитительна, вся история сплошная сплетня». Как вы считаете, прав был Оскар Уайльд? И если да, то можно ли считать историю наукой? Меньшинство людей согласится со мной, но история – это точно наука. Я говорю об этом с той уверенностью, что я ведь не историк и не ученый, я не профессионал, я любитель истории, ну, невероятный любитель, искренний. Но история – это точно наука. И я вот объясню на простом примере. Вот сейчас нас смотрят зрители, на следующий день, вспоминая, что они там вечером смотрели, они вспомнят разное. Но они точно вспомнят, что сидели 2 джентльмена, а не леди. Разговор был о телевидении, а не о футболе. И люди не выпивали, а разговаривали. То есть некая объективная историческая реальность, которая сохраняется. Вот дальше начинается, один увидел другое, третий услышал 5-е, кто-то запомнил, кто-то не запомнил. И задача исторической науки состоит в том, чтобы максимально приблизиться к восстановлению того, как и что было на самом деле. Но это можно. Историческая реальность действительно существовала, ее можно восстановить. Задача историка состоит в том, чтобы восстановить максимально точно. Ну, полностью невозможно, но приблизиться можно достаточно точно. И он должен сказать, что вот русская академическая наука на самом деле находится сейчас на высоком уровне. Просто результаты работы академической науки не перекочевывают в учебники, не попадают в общественное сознание, поэтому общество живет старыми представлениями, или точнее так, старые мифы перемешались с новыми, вообще получилась взрывчатая смесь. Но историческая наука здесь не виновата. Вот вы говорите о мифах, а можно ли изменить историю, переписав ее? Ну вот, например, в Соединенных Штатах Америки многие уверены, что это они выиграли Вторую мировую войну. Историю не просто можно переписывать, а необходимо переписывать. А почему ее же не переписывать? Учебники физики в 20 веке изменились полностью. Если сейчас кто-нибудь возьмет учебник физики начала 20 века, вот его смех-то разберет. Потому что квантовая механика изменила просто представление о мире. Так и историческая наука что же меняется? Не только потому, что огромное количество документов, свидетельств, и все становится нам известно. Оптика меняется, меняется наше представление о том, что произошло. Мы видим другое, мы понимаем по-другому, мы лучше понимаем. Конечно, надо переписывать. Наши представления о прошлом стареют. Любая наука развивается. Биология, химия, астрономия. Все науки развиваются, все переписывают. И, конечно, история тоже должна переписываться в соответствии с современными представлениями науки. Что касается американцев, своя война ближе к телу, я бы так сказал. Поймите, у них была своя война. И, конечно, они о ней рассказывают. А мы что, рассказываем про войны, которые вела Великобритания, или Франция, или Бельгия, или Япония? Нет, мы тоже рассказываем про свою историю. Это естественно. Вопрос только состоит в том, чтобы ты, создавая национальную историю, помещал ее все-таки в рамки общей истории, потому что никто не живет по отдельности, все живут вместе. И очень важно указывать место, который ты там занимал, правильно выстраивать отношения с историями других стран. А, естественно, ты концентрируешься на своей истории. Так у нас в стране, понимаете, все время была москвоцентристская история. А ты в Тверь приезжай, в Твери тебе другую историю расскажешь, как, значит, москвичи нападали на них. А в Сибири у них своя огромная история. Она не находит отражения в московских учебниках. Несправедливо. Конечно, нужно изучать и свою историю. Так что это нормальная вещь. Все хотят изучать ту историю, которая им ближе и интереснее. Повторю еще раз, но она должна быть взвешена, научно осознанно и сопоставлена с другими историями. Есть, кстати,
одно у нас учебное заведение, в котором история изучается вот так последовательно, пластами. У нас вот как отдельная история нашей страны, история всего остального мира. Они вот так пластами изучают историю всего мира, в рамках которой существует российская история. Такой подход тоже возможен. Леонид Михайлович, а вам приходилось когда-нибудь переписывать за собой, менять свое мнение? Вот, допустим, 20 лет назад вы были уверены, что это было вот так, а прошло время, вы нашли какие-то архивы, новые данные, и вы полностью изменили свое мнение. Ну, во-первых, я очень многого не знал. Я просто очень многого не знал. Откуда мне было знать? И я, конечно, 40 лет назад не знал того, что знаю сейчас, что я прочитал, понял, осознал за эти десятилетия интенсивного проникновения в те исторические проблемы, которые меня интересуют. И да, я менял свои взгляды, скажем, на Ленина. Я менял взгляды на революцию, на гражданскую войну, на Первую мировую, потому что я имел крайне поверхностные представления. Да в годы моей юности Первой мировой войне в учебниках истории там 2 или 3 страницы было уделено. А Первая мировая война изменила весь мир. Мы живем в мире, сформированном не Второй мировой войной, а Первой. И все конфликты, которые существуют, сформированы, это наследство Первой мировой войны, а не Второй. Мы даже об этом не задумываемся. Весь ближневосточный конфликт, все это порождение Первой мировой войны. Ирак, из-за которого воевали, сформирован из 3 вилаетов Османской империи, например. Его просто не было. Его создали. Не было Иордании. Ничего этого не существовало. Все это создано Первой мировой войной. И так далее. Огромное количество конфликтов порождено Первой мировой. Об этом я просто ничего не знал. Но я потратил годы, вникая, мы сняли большой сериал о Первой мировой, написал книжку о Первой мировой, где попытался понять, как конфликты того времени проросли в сегодняшний день. И выяснилось, что все проросло. Ты когда за югославская трагедия 90-х годов происходила на моих глазах, но она тоже частично порождена событиями, которые начались в 2014 году. То есть новый мировой порядок установили не в Ялте, не в Потсдаме, а тогда в Версале в 19-м? Нет, это само складывается. Вообще никто ничего особенно не надо этих слов употреблять, да, что кто-то установил порядок. Так сложилось, потому что, видите ли, если границы проводятся очень условно, вот так вот, и при этом не учитываются сложнейшие взаимоотношения между живущими там людьми, то потом это превращается в проблему. Все европейские народы получили после Первой мировой независимость, а украинский народ не получил. А последствия это ощущаются и по сей день, и так далее. Польша захватила тогда западную часть Украины, и это имеет колоссальные последствия, ощущаются и по сей день между Украиной и Польшей. Схватки на историческом, так сказать, поле происходят, знаете, какие жуткие. Это последствия Первой мировой и так далее, таких много. История — это наука. И, например, физика, как наука, может стать оружием. А может ли история быть оружием? Можно ли ее использовать как такое психологическое оружие, как инструмент пропаганды, давления? Ну, конечно, это происходит, такая инструментализация истории, как говорят, очень политизация истории. Конечно, история превращается в инструмент, но это достаточно распространенное явление. А вот сейчас между Японией и Южной Кореей серьезнейший скандал, там почти до разрыва отношений из-за истории. И чисто из-за истории, причем далекой истории, предвоенной еще истории. И у нас огромное количество в мире, если посмотреть, схваток, сегодня схваток из-за истории. А в Соединенных Штатах сейчас идет мучительный процесс установления отношений к рабству. Сейчас годовщина, несколько сот лет как раз прошло с того, как первый корабль с невольниками приплыл в Северную Америку. И они сейчас пытаются понять и осознать наследство всего этого. А наследство ощущается и по сей день. И когда они стали свергать несколько лет назад памятники руководителям Южных Штатов, где было рабовладение, это же серьезное столкновение сегодняшнего дня. Относится к событиям многосотлетней давности. Но это сегодняшний, это вопрос, это спор не об истории, это спор о моральных принципах, потому что те, кто свергал памятники, говорили. И если здесь стоит памятник человеку, который считал, что рабовладение – это нормально, если стоит памятник человеку, который считал, что люди делятся на расы, и одни выше другой, значит, мы с этим соглашаемся. Значит, мы в душе соглашаемся с тем, что такая идея может существовать. Потому что если мы не соглашаемся, этот памятник надо снести. И они правы.
пока у нас стоит Владимир Ильич Ленин в каждом городе. Это означает, что мы в принципе согласны с тем, что он делал и говорил. И правда, мы согласны. И мы продолжаем в какой-то степени его делать. Владимир Ильич Ленин, допустим, но Христофор Колумб тоже был рабовладельцем. Что же, сносить памятники человеку, который открыл Америку? У него были другие достоинства, а там сносились памятники людям, у которых других достоинств не было. Они воевали за право иметь рабов. Вот это было их главное достижение в жизни. С этим только и связана их жизнь. Это совсем другое дело. Все совершают недостатки. Томас Джефферсон тоже был рабовладельцем, но все помнят, что он сделал для страны. Но все равно должно быть сказано о том, что вот он сделал для страны, он заложил Конституцию, благодаря которой Соединенные Штаты блистательно развиваются. Но он был рабовладельцем, он считал это возможным. Это не может быть забыто. Ничего не должно быть забыто и вычеркнуто. Это свидетельство сложности жизни. И люди сегодня, вступая, молодежь, вступая в жизнь, должны понимать, что жизнь сложная и не бывает простых ответов. Ой, я маленький был совсем. Прибегаю к маме, я запомнил эту сцену, говорю: мам, Наполеон хороший или плохой? А мама работала тогда над кандидатской диссертацией, что только кандидатской. Она, значит, снимает очки, пристает к печатной машинке, поворачивается ко мне и говорит: ты понимаешь, так нельзя ставить вопрос, потому что в деятельности Наполеона было хорошее и плохое. Плохое, вот он напал на Россию, хорошее. Я говорю: мама, ты мне скажи, хороший он или плохой? Но мне было 5 лет. В 5 лет нормально искать простые ответы, а попозже-то надо сложно, и надо осознавать эту сложность мира, которая была тогда и которая сейчас. Если ты привыкаешь простые ответы из истории извлекать, то ты сегодня не в состоянии ответить на сложные выборы сегодняшнего дня. В этом ценность истории. История ведь, это не поваренная книга, куда можно залезть и получить рецепт. Нет. Но есть сходные ситуации. Если ты видишь, что в той ситуации такое развитие событий привело страну на грань катастрофы, то надо это иметь в виду и стараться этого избегать. Я сегодня уже цитировал одного англоговорящего писателя, хочу еще одного процитировать. Олдоса Хаксли. Уроки истории заключаются в том, что люди ничего не извлекают из уроков истории. Как вы считаете, чему стоило бы россиянам в первую очередь поучиться из истории нашей страны? Прежде всего, нам бы ее надо хорошо знать. Если честно, я вообще не понимаю, почему мы так равнодушны к собственной истории. Ведь история твоей страны же история твоего семейства. Вот я даже книжку сделал, семейную книгу составил из воспоминаний там дедушки, отца, мамы, от себя что-то приписал. Это история России за 100 лет глазами одной семьи. Точно так же у всех семьи, ведь это все пережили. Мы безумно равнодушны. Сколько раз, вы знаете, я каких-то своих друзей, знакомых слышал: ты представляешь, говорит, только на похоронах узнал, что там батя там в войну что-то. Я говорю: а ты что, никогда не спрашивал? Нет, говорит, как-то к слову не пришлось. К слову не пришлось, и мы утратили семейную историю. Самое главное, что мы должны были бы знать. Но люди, естественно, не все были готовы к тому, чтобы рассказывать. Но их никто не спрашивал. Всем их не ценилось. Так вот эти бумажки, письма, какие-то свидетельства, документы. Вот личность надо было складывать в папочку и хранить, что сегодня бесценно, и что позволяет тебе, что пережила твоя семья. Это же твоя семья. Неужели не интересно, что было с дедушкой, с прадедушкой, что они пережили? Это первое. А второе, я твердо, абсолютно уверен, что ничего из того, что с нами сегодня происходит, невозможно понять, не зная исторические корни. Это же бессмысленно. Это как если ты не знаешь, что ты посадил осенью, не знаешь, что весной вырастет. Так и ничего из сегодняшнего понять нельзя. Потому что на самом деле мне мама когда-то в мои юные годы процитировал замечательные слова Фолкнера о том, что прошлое не умирает. И я воспринял эту фразу, и сам ее цитировал с удовольствием, как свидетельство того, что воспоминания о прошлом живут, и мы помним об этом, это влияет. А теперь я понимаю, речь идет о другом. Прошлое нас формирует. Мы такие, какими нас сформировало прошлое. Что такое ментальность? Это то, что определяет поведение человека. Когда это формируется в первые 17 лет? Кем формируется? С семьей в первую очередь. Если семья, например, советская, исповедующая идеи реального социализма, то и дети наследуют это, воспринимают это в них живет. Поэтому мы удивляемся, Советского Союза нет, а советский человек-то, в общем, присутствует.
Поэтому я и говорю, что без понимания прошлого понять невозможно, почему мы сегодня живем так, а не иначе. Почему мы сталкиваемся с этими проблемами, а не с другими. Мы сформированы нашим прошлым, мы вырваться из него не можем. То есть во многом нас формирует наше отношение к истории. Нет, просто не наше отношение к истории, а история нас сформировала. Как вот таковая. такими, да. И поскольку мы в большинстве своем не пытаемся разобраться, что с нами происходило и почему, то она просто нами, это прошлое нами управляет. Оно нами манипулирует. Оно заставляет нас действовать так или иначе. Если бы мы взялись за труд и осознали, что произошло с Россией за последние столетия, то мы могли бы изменить и себя, и сегодняшний день. А мы не хотим. Ленимся. Проблема в лени. Это о вреде ленности в школе при изучении школьного курса истории. Вы последний раз давно видели школьный учебник истории? Давно, к счастью, потому что мне говорили, что они нисколько не изменились. Это я крайне сожалею, да. Я сам давно уже не учился в школе, не видел, но мне было бы очень интересно посмотреть, что сейчас пишут об Иосифе Сталине, потому что последние несколько лет его фигура оказалась, ну, я бы сказал, слишком даже актуальной. Как, по-вашему, почему сегодня Иосиф Виссарионович вызывает такой интерес у широких масс? Сложный процесс и непростой. Прежде всего, сам интерес к истории не профессиональный, не интерес разобраться, а обращение все время к прошлому как к аргументу – это весьма прискорбная вещь. Мы не пытаемся понять, что и как тогда происходило, а мы ищем в прошлом какой-то ориентир или некое благословенное время. А что это означает? Это означает, что мы недовольны сегодняшним днем и не видим будущего. И мы, как на болоте, ногой ощупываем, где там кочка, на которую можно опереться. Но это не реальное прошлое, которое происходило, а то, которое мы себе создаем и придумываем. Особенно распространены сейчас сталинистские идеи среди молодежи, которые не только Сталина не видели, но и родились после крушения Советского Союза, после исчезновения Советского Союза с политической карты мира. Они и не знают, каков Сталин. Я даже читал диссертацию. Это диссертация основана на беседах с молодыми людьми 4 наших ключевых вузов относительно прошлого. И из этих бесед, которые автор диссертации провела, видно, что молодые люди реальной истории не знают и не представляют. Но им рисуются некие образы, некое идеальное прошлое. То есть я себе понимаю так, что для молодого человека сегодня, ему кажется, что сталинское время, все было как сейчас. Там, кафе, интернет, мерседесы, поездки за границу. Но был еще человек, который коррупционеров держал в руке и не давал им воли, которого все боялись, и репутация была такая. Вот нечто подобное им рисуется. Это беда. Беда, даже главная причина стоит в том, что это отражение, еще раз скажу, неверия в сегодняшний день и в завтрашний. Это самое ужасное. Что это за общество, молодежь которого не видит будущего. Это беда. А второе, это, конечно, нежелание знать, каким было прошлое на самом деле. А если ты не знаешь прошлое, ты не можешь понять проблемы, с которыми ты сегодня сталкиваешься. Этот мифический Сталин – это такой наркотик, прием которого настраивает тебя на хороший лад. Ну вот было же, вот классно. Ты нуждаешься, но если ты нуждаешься в наркотиках, это означает, что с тобой что-то неладно. И решение проблем ты выбираешь неправильно. Не спортом заняться, не там к врачу сходить, если что-то не так, не прогулки на ночь, а прием наркотика. Это всегда беда сама по себе. Леонид Михайлович, но откуда-то эту информацию они берут? Они же не с потолка это придумывают. Сейчас исторический бум на историю. Сколько новых телевизионных программ, документальные фильмы. В социальных сетях огромное количество исторических групп, и многие из них посвящены в том числе Сталину и восхвалению идеологизированной, идеологизации его правления. Может быть, это вопрос государственный? Может быть, это кому-то нужно и выгодно?
Власть всегда пытается использовать историю в своих интересах. Это действительно так. Тут ведь очень важный такой момент. Почему нельзя признавать, там, скажем, сталинские преступления и еще прочее? Потому что ведь может возникнуть вопрос, то есть тогда что-то делали не так и совершали преступления. Может, и сейчас что-то делается не так. И это тоже будет считаться преступлением. Власть ни в коем случае не заинтересована в том, чтобы даже какая-то часть истории воспринималась как преступная. Ни в коем случае. Власть хочет, чтобы ей только аплодировали, и хочется, чтобы история была исключительно героической. Но власть только компонент этой истории. Мы сами, подходя к зеркалу, хотим выглядеть красивыми, прекрасными, стройными, молодыми. Я с годами это все больше понимаю. Но когда молодые люди это тоже хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, это беда. Мы... Еще раз скажу, в этом все дело. Мы недовольны сегодняшним днем, мы не уверены в будущем. Поэтому мы хотим увидеть некое, хотим вернуться в прошлое, мы хотим забыться и вернуться в некое прошлое, в которых мы были прекрасны, которых нас все боялись, прошлое, в котором у нас все получалось, в котором мы добивались только побед. У нас ведь история Великой Отечественной войны редуцировалась до 9 мая. Ведь многие молодые люди даже не представляют себе, что такое была война. И им не рассказывает никто. Потому что в кино, в современном и в компьютерных играх это все превратилось уже в такую игру. Причем компьютерная игра чем прекрасна? Если ты проигрываешь, ты можешь включить заново. Нет проблем. Это как бы война на самом деле. Какие чудовищные страдания это были. Это же в голову не приходит. Вот у моей жены, мамы, отправилась с юной девушкой на фронт, с инструктором. Они с подругой ехали в эшелоне. Вот на фронт они еще только ехали. И ночью прошел немецкий, значит, самолет, обстрелял из пулемета. И ее подружку убило там просто. А ее ранило, и след остался у нее на всю жизнь шрам. А подружку убило, все, они даже до фронта не доехали. Ночью вот пролетел самолет немецкий, обстрелял, и все. Вот что такое война. Вот в конкретной судьбе это преломилось, понимаете? А мы же не хотим этого ничего знать и сознавать, не понимаем, какой трагедией это было. И какой трагедией это стало, между прочим, и по вине Сталина, который не сумел нашу огромную великую страну подготовить к войне. Да, сунуться Гитлер должен был не сметь на нашу страну. Просто не должен был сметь сунуться. Что такое Германия, что такое Советский Союз? По экономическому, территориальному, демографическому, военному потенциалу Германия уступала Советскому Союзу. Но он даже посметь не должен был на нас напасть. А напал почему? Потому что он увидел, что Сталин расстреливает собственных командиров. Репрессии Красной Армии привели немцев к убеждению в том, что Красная Армия не боеспособна. Они ошиблись сильно и были поэтому разгромлены. Но доказывать-то пришлось долгие 1400 дней войны и потерять сколько миллионов людей. Но если бы репрессий не было, никогда бы не посмел бы Гитлер напасть. Это не я придумал, это маршал Василевский, военный министр, начальник генерального штаба, один из полководцев Победы сказал. Это он сказал, не было бы 1937 года, не было бы 1941, Гитлер не посмел бы на нас напасть. Он сказал это после смерти Сталина? Конечно. Как же насчет мифа о великой немецкой армии, непобедимой? Да это все абсолютный миф. Это придумано немецкой пропагандой. А знаете, почему его повторяют во всех странах? Потому что Францию разгромили в 1940 году, и французам было приятнее рассказать, потому что это была, такая современная армия, танки сплошные, самолеты, а мы, конечно, отстали. Потому что иначе вопрос бы стоял о другом. В бездарности французских генералов и нежелании французов воевать. Французы воевать в 1940-м не хотели, 5 недель они сражались. Они сражались хуже, чем сражались поляки. Вот у нас сейчас 80-летие, когда началось нападение Германии на Польшу. Польша сражалась отчаянно и до последнего. А французы воевать не хотели. Поэтому потом, конечно, они рассказывали о том, какая это была мощная армия. И у нас любят об этом рассказывать, потому что иначе как объяснить, что в 1941-м немцы дошли до Москвы, до Ленинграда, потом до Волги дошли. Вот у нас все восхищаются, Сталином. И все презирают Николая II. А при Николае II, который в 15 году, на второй год войны, принял на себя обязанность верховного главнокомандующего, немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Питера, ни до Киева, ни до Минска не дошли. Ставка всю войну была в Могилеве до прихода большевиков. Немецкий сапог вообще не топтал русскую землю в Первую мировую. Кто-то скажет, сравнил темпы. Сравнил. В 14 году немецкие войска до Парижа дошли с той же скоростью, что и в 1940-м.
А до Москвы не дошли при Николае II, потому что Россия не слабее была Германии. Что мы себя унижаем-то, нашу страну? Я думал, А дело... при Сталине дошли. Кто виноват-то в этом? Я думал, дело в железных дорогах. Во Франции и Германии их гораздо больше было, чем тогда в России. Все дело в том, что Сталин не исполнил своего долга как руководитель страны. Впустую потратил годы, неправильно не сумел подготовить страну, нанес Красной Армии невероятный ущерб, допустив и организовав репрессии против командного состава. Что такое репрессии командного состава? Ну, вот нас, наверное, смотрят люди, не имеющие в основном отношения к военному делу. Военное дело единственное, где человек должен постоянно учиться. Он должен закончить базовое военное училище, чтобы получить под командование взвод. 30 человек. Без этого нельзя. Чтобы получить под командование полк, там, 1000 человек, он должен закончить военное училище уже, должен академию закончить, ну или военную, по-разному называется, академию. А чтобы получить под командование дивизию, корпус, армию, а это там 100 000 человек, он должен закончить Академию Генерального штаба. То есть получить 3 образования, только в медицине учится так много. А если человек, который 3 месяца учился на младшего лейтенанта, потом быстро делают командующим дивизией, его дивизия гибнет, потому, да он даже не виноват, его же назначили. Он вообще не имеет никакого образования, он даже взводом командовать не должен, потому что это сложнейшее дело, это военная наука сложнейшая. А привело это вот к этому. Вверх назначали на высокие должности людей, которые не были к этому готовы. И они в 1941 году позволили немцев разрезать их в линию фронта, прорываться вперед, попадали в окружение целые дивизии, корпуса, армии. Этого не должно было никак произойти. Ничего подобного и не знала история. И вы, когда речь идет о России, что у нас в России? Что незначительная маленькая страна, которую все завоюют, черта с два. Русского солдата нет второго такого. Это все вина. Кроме того, как можно было вообще пойти на договор с Гитлером в 1939 году? Польша была между нами, между Гитлером и нами. Была Польша. И, значит, вермахт завоевал Польшу 3 недели. 3 недели это был срок, отведен на мобилизацию Красной Армии в случае войны. То есть, если Польша существовала, пока они до нас дошли, уже Красная Армия была бы отмобилизована. А Сталин принял участие в том, что Польша исчезла. Линию границы, вот с Германией, вот так вот он сделал. Как это можно было вообще? Как можно было не обращать внимания на сообщения собственной разведки о том, что готовится война? Как можно было так пренебречь интересами собственного народа? Но мы же не хотим этого знать. Потому что это грустное познание. Грустное не просто познание истории. Оно означает, что ты должен критически и осмысленно смотреть не только на прошлое, но и на сегодняшний день. Ты должен себе отдавать отчет, а что ты сегодня делаешь для блага страны. Не просто сидеть на скамеечке или у телевизора. Ты должен занимать активную позицию, как в годы моей юности говорили, голосовать за того осмысленно. А не потому что... Сколько раз я это наблюдал? На избирательном участке приходит семейство, значит, висят фотографии кандидатов во что-то. Семейство, значит, выстраивается, и отец семейства говорит, ну, за кого сегодня голосовать будем? Это же полное пренебрежение своими гражданскими обязанностями. А почему? Потому что мы ни о чем не заботимся. Мы все переложили там на какое-то начальство. Мы не интересуемся проблемами ни прошлого, ни сегодняшнего. Это все то же самое. История нас учит тому, что ты должен отдавать себе отчет о том, что происходит, и стараться влиять на сегодняшнее, что-то делать для страны, заботиться о стране, двигать ее вперед, голосовать за тех, кто двинет страну вперед. Вы ходите на выборы? Я хожу на выборы. И каждый раз голосуете за кого-то или, не знаю, может быть, перечеркиваете лист? Есть какая-то позиция? Списочек стал больно куцый и грустный уже давно. И все-таки вернемся к Сталину. Вот после всего того, что вы сейчас сказали, почему именно его сейчас так возвеличивают? Были Ленин, Хрущев, Брежнев, Андропов, в конце концов. Почему Сталин? Хрущев ненавидимый персонаж, потому что он выступил против Сталина. И при этом никто себе не отдает отчета в том, что Хрущев – это создание ракетно-ядерного потенциала,
который сегодня надежно охраняет нашу страну. Это при Хрущеве были созданы ракетные войска стратегического назначения. Это при Хрущеве были построены ракеты, потому что он поверил, ракетчики, которые при Сталине сидели в тюрьме. Это он Королеву и Глушко дал возможность создать ракеты, которые, повторяю, и сегодня нас надежно охраняют, и мы гарантированы от всего, благодаря Хрущеву. Хрущев – это человек, который дал возможность крестьянам жить нормально. Они у нас были на положении крепостных. Выехать из деревни не могли. Он дал крестьянину возможность дышать, работать, что-то делать. Хрущев – это жилищное строительство. Люди же в бараках в Москве жили. В бараках, в землянках. В Москве это было, я же не говорю про другие города. Хрущев начал жилищное строительство. Сталина жилищное строительство не интересовало. Хрущев – это расцвет литературы, искусства, кинематографа. Это лучшее десятилетие, это хрущевское. И Хрущев – это период, единственный период в истории 20 века, когда начала расти продолжительность жизни. Это интегральный показатель благосостояния государства, когда растет продолжительность жизни. И вот там, только в хрущевские годы она росла у нас при советской власти. Это Хрущев. И он ненавидимый персонаж. Почему? Почему его не сделать героем, а сделали героем Потому Сталина? что Хрущев показал, что начальники могут быть хорошие, могут быть плохие. От плохих надо избавляться, и нечего им сидеть на должности. А какому начальству это понравится? Начальству как вцепился, так не оттащишь его. Я какой-то читал книги воспоминательные, это секретарь ЦК рассказывал, он пришел на службу в ЦК, значит, там какой-то персонаж уже возрастной, наверное, старше даже, чем я сейчас, и говорит, ты представляешь, меня тут на пенсию хотели отправить. А тут он молодой, говорит, ну ладно, какая разница, все равно через какое-то время написано. Тут говорит, да я за каждый день здесь сражаться буду, я за этот стул цепился, меня не оттащат за ноги. А Хрущев показал, что незачем, что можно менять начальников, что в этом нет никакой беды, вообще не начальники главные в стране. Поэтому и ненавидят, ибо не любят Хрущева. Со Сталином связывается победа в войне. Хотя, еще раз скажу, на мой взгляд, без Сталина, во-первых, войны бы не было, скорее всего, не посмел бы Гитлер напасть. Во-вторых, выиграли бы ее значительно быстрее, если бы профессионалы были, сразу во главе командовали армиями. Вот удивительный момент. Хрущев, знаменитое развенчание культа личности Сталина, да? Но ведь Брежнев, когда убирал Хрущева, он же тоже обвинил его в создании своего культа личности. Все начальники, сменяя предшественника, предъявляют им кучу претензий, причем абсолютно справедливо. Лучшая речь, которую произнес Леонид Ильич Брежнев, совершенно верно, была в тот момент, когда он просил Никиту Сергеевича уйти. Никогда Леонид Ильич Брежнев не говорил так хорошо. Более того, он сам написал эту речь. Потом писали замечательные перья, некоторых из них знал лично. Он сам написал, был абсолютно искренне и справедлив. Но как только он стал начальником, он стал себя вести точно так же. Потому что такая система. Система власти, которая не контролируется обществом, которая не предусматривает смены, в которой не существует общественного мнения, гражданского общества и так далее, всех этих институций, она обречена на то, что начальник может прийти замечательный. Через какое-то время он все равно, что главное для него держаться за стул и не выпускать его. Ну вот смотрите, Брежнев обвинял Хрущева в этом же. А Брежнев сколько пробыл у власти? 18. 18 лет. Разве 4 звезды героя это тоже не определенный культ личности? Конечно, абсолютно. Началось примерно с 1973 года. Я даже помню этот пленум ЦК, на котором, по-моему, это был Михаил Андреевич Суслов, второй человек в партии, который сказал, что такое, и лично Леонид Ильич Брежнев. И эта формула началась там. Победили в футболе, в этом тоже есть заслуга Леонида Ильича, даже частушки были. Леонид Ильич очень быстро перешел в анекдоты и в частушки. Сейчас-то в голову не придет, но ведь Леонид Ильич Брежнев, который мне очень симпатичен, я биограф Брежнева, и у меня дома хранится его личный архив, и я, мне кажется, Леонида Ильича знаю неплохо. Он быстро очень исчерпал свой потенциал и стал вызывать насмешки, и шутки, и анекдоты. Я даже один анекдот помню. Приезжает Политбюро в польское посольство, и вдруг члены Политбюро с ужасом видят, что у Леонида Ильича два разных ботинка. Один коричневый, один черный. Все в ужасе. Сейчас иностранные корреспонденты заметят, сфотографируют скандал. И отъезжает Михаил Андреевич Суслов, второй человек в партии, самоуважаемый. Он подходит к Брежневу в полголоса и говорит: Леонид Ильич, мы заметили, у вас ботинки разные. И Брежнев ему также в полголоса говорит: я и сам заметил, а что делать?
Суслов говорит, машина у подъезда, быстро домой, переоденься и назад никто не заметит. Брежнев говорит, я тоже об этом думал. Но дома-то у меня тоже один коричневый, один черный. Леонид Михайлович, не напрашиваются с современностью какие-то параллели? Знаете, я не люблю исторических параллелей, потому что на самом деле ничего не совпадает. Эпохи другие, люди другие, параллелей нету, но сходные ситуации есть, и нужно их учитывать и понимать. И если видишь, что вот такое развитие событий привело вот к чему, то это надо иметь в виду. Это правда. Мы сегодня поговорили о некоторых исторических личностях. Вы сделали, я не знаю, больше сотни фильмов уж точно, написали множество книг. Как вы вообще выбираете своих героев? О ком писать? Я всю жизнь удовлетворяю личное любопытство за казенный счет, это правда. Ну, советская эпоха, конечно, в первую очередь, потому что советская эпоха – это жизнь моей семьи. И мне всегда хотелось понять, как это все произошло. Поэтому советская эпоха в первую очередь, конечно. Германия, потому что мы воевали, и Германия оказала такое влияние на судьбу нашей страны. Это два. А Дальний Восток, поскольку я в анамнезе японист, все-таки я учил японский язык в университете, поэтому Дальний Восток. Ближний Восток, потому что там невероятные, совершенно фантастические сюжеты. Вот где полыхает нечто невероятное, что тоже захлестывает нашу жизнь. Ведь всякий раз, когда ты входишь в аэропорт, и тебя просвечивают, и разувают, и раздевают, и должен вывернуться. Я всякий раз говорю большое спасибо нашим палестинским братьям, потому что это все началось с них. Они стали угонять самолеты, и нормальная жизнь кончилась. Ну вот так что вот то, что каким-то образом связано с моей жизнью. Да. Леонид Михайлович, становился ли героем ваших книг или фильмов Владимир Владимирович Путин? Конечно, у меня есть и книга о Путине. У меня все вожди есть, книжки о всех вождях, от Ленина до Путина, конечно. Правда, про Путина в основном все-таки первый период его жизни, потому что он был руководителем госбезопасности одно время, поэтому моим клиентом. У меня есть книжка, много раз переиздававшаяся, о всех руководителях госбезопасности, начиная с Дзержинского. Поэтому книжка у меня о Путине есть, но она в основном, конечно, посвящена вот его первому этапу жизни. Да. За текущей политикой я меньше слежу. Давайте немножко поговорим о вас. Как вы пришли именно к истории? Ведь вы начинали как писатель, причем детективного жанра. Я помню вашу историю о детстве, но все-таки, наверное, была какая-то первая историческая работа. Вот о ком вы первым написали? Недавно мой сын там переезжал, полез на антресоли и вытащил оттуда стенгазету, которую я делал в 3 классе. Привез ее мне, я открыл. Стенгазета была посвящена Октябрьской революции. Я в тот момент писал книжку про Октябрьскую революцию. Я, потому что я не сильно продвинулся за 50 лет. Да? Нет, мне всегда было интересно. Я, на самом деле, в юности хотел быть военным. Я хотел быть офицером, хотел быть военным. Вы закончили военную кафедру? Ну, это само собой. Нет, я реально хотел быть военным в юности, да. Но если ты живешь в журналистской семье, если ты в 3-м поколении, если вокруг все говорят о журналистике, о газете с утра до вечера, то невозможно было вне этого остаться. Поэтому я стал журналистом, ну, просто стал писать. Да, я в анамнезе писатель-детективщик. Я иногда пишу. Я за последний год написал 3 детектива тоже, но это вот так, вырывая время. Вырывая время. Но у вас же программа была даже по вашим «Поздний ужин», она называлась, по вашим Конечно, детективам. да. Расскажите об этом. Мы с женой снимали. Это мои детективные рассказы. У меня есть несколько сборников детективных рассказов разных. Там есть эротические. Я в одном эротическом журнале меня печатали с удовольствием. А мы их снимали, экранизировали как такое художественное кино. Я получил массу удовольствия. Детективы – это замечательная вещь. Это такое увлекательное совершенно занятие. У меня, когда там с сюжетом что-то не ладилось, я не знал, что там дальше герой сделает, я шел в ванную комнату, напускал горячей воды, залезал в ванну, там такие клубы пары, в этих клубах пары начинали рисоваться мои герои, кто из них с кем сделает, как они поступят. Я выскакивал, бежал скорее печатать. Я не могу не спросить, это такая немножко детективная для меня история. Я читал, что вам угрожали убийством северной корейцы. Это правда? Да, пообещали убить, да.
Что послужило причиной? Вы обидели их? Мы сняли 2 фильма о великом вожде Ким Ир Сене, о сыне Ким Чен Ына. Мы рассказали о том, как они пришли к власти, кем они были на самом деле. Я еще застал людей, которые работали с Ким Ир Сеном. Это наши советники, которые были в Северной Корее в 1945 году, которые привезли туда Ким Ир Сена, поставили его во власть, помогли ему. Я этих людей еще застал. Мы с ними беседовали. И мы об этом рассказали. Мы рассказали о том, что его сын Ким Чен Ир родился на самом деле под Хабаровском, а вовсе там не на горе Пекту, где стоит соответствующий там такой мемориал, куда молодежь устремляется каждый год. Ну, это, конечно, северным корейцам это сильно не понравилось. Обещали убить, да. Вас интересует тема Северной Кореи? Например, видели ли вы фильм Виталия Манского? Я этот фильм не видел, но, конечно, меня волнует. Я же там был. Я был в Северной Корее, это видел своими глазами. Я Ким Ир Сена видел, вот как вас, на таком же примерно расстоянии. Конечно, это концлагерь величиной в страну. Это одна из самых страшных судеб, постигших вот народ целый. Это правда. Я там был, я это видел своими глазами. Конечно, волнует. У меня несколько книг есть, посвященных Северной Корее. Ну, вы были там до того, как вам угрожали? Да. Больше не приедете? Да, думаю, что нет, да. Помимо телевидения, вы постоянный гость на радио «Эхо Москвы». Нет, теперь уже нет. Нет уже сил на самом деле. Уже? Физически. Ну, дело в том, что помимо работы основной на телевидении, я ведь молодой видеоблогер. У меня есть видеоблог «История Леонида Млечина». 1,5 с лишним года я ее делаю. У меня уже почти 80 тысяч постоянных подписчиков. А это серьезная работа. Я пишу очень много, я пишу много книг, я в периодике пишу. Я все не поспеваю физически. Поэтому исключили «Эхо Москвы» ради видеоблога. На радио, да. Дело в том, что «Эхо Москвы» замечательная радиостанция, но это такая серьезная работа. Каждую неделю надо приходить, надо быть готовым, нельзя просто так прийти, надо изучать, надо следить за текущей ситуацией. Я совсем не в состоянии поспеть, действительно. Еще вопрос. Вы заканчивали журфак МГУ. Долгие годы попасть на журфак — это было мечтой тысяч абитуриентов и в СССР, и в России 90-х, начало 2000-х. Но в последние годы, я знаю это точно, ситуация меняется. Конкурс сильно падает. Как вы думаете, с чем это связано? Почему люди больше не хотят идти в журналистику? Профессия умирает. Профессия умирает, к сожалению, журналистская. Я не очень представляю себе, как общество сможет жить без журналистики. Сейчас во мне не корпоративный голос говорит, а просто гражданский, потому что журналистика делает то, что никто другой делать не может. Оно пытается понять, что происходит, и сообщает об этом людям. Но это все равно как диагностика в медицине. Нельзя назначить лечение, если не можешь установить точно диагноз. Вот журналисты занимаются диагностикой. Если их изъять, то некому будет этим заниматься. Но развитие жизни современной действительно ведет к тому, что эта профессия умирает на глазах. Во-первых, почти умерла печатная журналистика, что страшный удар, потому что газеты были средоточием интеллектуальных сил в России, которые вот разбирались в том, что происходит. Вот эти огромные полосные статьи, которые писались выдающимися умами, были очень важны для общественного мнения России и помогали нам разобраться. Этого нет, теперь просто нет этих газет. Нет редакции, которая может заплатить статью такую, чтобы человек работал над ней месяц. Я работал когда-то в «Известиях», там еще вспоминали, даже я нашел запись летучки, стенограмму обсуждения на летучке, и там говорят, что мы себе можем позволить, что у нас 2 корреспондента месяц работают над статьей. Но сейчас кажется смешно. Но это какая была статья, они потом год говорили. Это статья, которая меняла общество и помогала обществу разобраться в жизни. Это сейчас исчезает. Но очень много технологических процессов им как бы заменяют журналистику. Потому что, вот, не дай бог, упал самолет, и тут же люди сняли на телефон, и тут же повесили это в интернете и висит. Но дальше начинается главный вопрос, а почему он упал?
А в чем причина? И здесь должны действовать профессиональные журналисты, которые должны там месяц, может быть, 2, может быть, 3 месяца копать эту историю. А нет редакций, которые себе могут это позволить. А если их нет, значит, никто этим и не займется. А ведомственная комиссия – это недостаточно для жизни в обществе. Мы не можем полагаться. У них ведомственные интересы. Мы неизвестно, можем мы им доверять или нет. Но если нет таких структур, то есть я надеюсь, что каким-то образом развитие общества приведет нас к тому, что появятся эти структуры, которые смогут финансировать профессиональную журналистику. Я сколько-то лет назад в аэропорту стоял, я дальнозоркий, и вдруг вижу в газетном ларьке стоит, значит, журнал Newsweek, американский еженедельник, и на нем крупно написано «Последний печатный номер». И я стоял минут 20, наверное, и смотрел, потому что я всю свою жизнь читаю, правда, предпочитал «Таймс». Ну, думаю, все, эпоха кончилась. Прошло несколько месяцев, они возобновили выпуск, потому что в Соединенных Штатах это части огромных концернов, которые могут себе позволить эту журналистику финансировать. А у нас, скажем, нет таких структур. И это очень бедственно сказывается на нашей журналистике, вообще на нашей духовной жизни, которая очень оскудела, это очень заметно, и это одна из причин наших бед. У нас Newsweek, кажется, закрыли давным-давно. У нас сейчас вообще очень мало профессиональных журналистских коллективов, которые имеют возможность заниматься профессиональной журналистикой, где расследование и анализ, ключевые жанры. Очень мало таких изданий. Я говорю, это ведет к оскудению, к обеднению духовной жизни. Это лишает людей, общества информации, которая необходима. Не стимулирует поиск решений, движение вперед. Все, в чем мы нуждаемся, это движение вперед. Но мы должны для этого понимать, что происходит и что делать. А следите вы за западными какими-то СМИ, кроме «Таймс»? Нет, я сейчас читаю, каждый день я читаю «Вашингтон-Пост». «Нью-Йорк Таймс» чуть меньше, но «Вашингтон-Пост» я читаю каждый день. Благодаря этому у меня ясное представление того, что происходит в мире. Почему именно «Вашингтон-Пост»? Не знаю, мне стиль больше нравится, чем «Нью-Йорк Таймс». У меня «Нью-Йорк Таймс», я тоже какие-то отдельные статьи читаю, но «Вашингтон-Пост» мне очень нравится. Но это блистательная журналистика очень высокого класса. Поэтому, что касается международных событий, внешней политики, я ясно и четко представляю себе, что где происходит. Поделитесь ближайшими планами на будущее. Над какой книгой вы сейчас работаете, над какими фильмами? Я глагол «делать» предпочитаю в совершенной форме. Вот сделала, потому что с юности был знаком с очаровательными джентльменами, которые красиво рассказывают о том, что я сейчас там пишу книгу или снимаю фильм, потом этого ничего не было. И я как-то себя запомнил. Вот сделал, сказала, а что сделаю? Закончить наше интервью я бы хотел цитатой о вас, которая написана на сайте «Эхо Москвы» в разделе «Гостях». В программе «Особая папка» он раскрывал тайны отечественных министров иностранных дел от Чичерина до Иванова, а теперь и руководителей спецслужб от Дзержинского до Путина. В передаче «Поздний ужин» этот примерный семьянин истреблял красоток с упорством маньяка. Репутация Млечина могла бы быть прескверной, не будь он таким положительным человеком. Кто-то с явной симпатией ко мне написал. Да? Прокомментируйте, пожалуйста, это правда? Ну, сказать, что, видите, в присутствии, поскольку это будет смотреть моя жена, то я скажу, что да, конечно, это абсолютная правда. Иной ответ просто невозможен. Спасибо вам огромное, Леонид Михайлович. Это было замечательное интервью. Сегодня в гостях у программы «Час пик» был журналист, писатель, автор и ведущий исторических документальных фильмов и глава дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России Леонид Михайлович Млечин. Спасибо большое. Спасибо.